Так, ребята, всем привет. В общем, с чего начать? В общем, давно просили сделать экскурсию по серверу. Вот сейчас как раз этим и займемся. В общем, после того, как вы оказались на пляже, здесь вы можете взять одежду, я брать не буду, чтобы потом не выкидывать. Вот. Обязательно поговорите с колдуном вот с этим. Ну, не колдун, грандмастер. Вот. Если вы не захотите делать начальные квесты, вот здесь я поставил специальный сундук, там лежит туториал. Скип туториал, другими словами, который сбрасывает все первоначальные квесты. И да, я буду проводить эту экскурсию от лица администратора, так будет проще и быстрее и вам, и мне, и так далее. Так, в самом начале у нас стоит Фемида, она вас ведет в курс дела. Здесь дальше у нас есть краткое правило сервера. Все остальное вы можете прочитать у нас на Дискорде. Ссылка будет в описании. Итак, двигаемся. Двигаемся дальше. Здесь идет обильная атака по вангулам. Это у нас, да, Штормхолд. Фракция Штормхолд. Разнос вангулов по полной программе. Итак, мы бежим в сторону зала фракций. Ой-ой. Ой-ой. Как трясет. Ребята разошлись не на шутку. Так, я думаю, может быть, мне снять этот колчан для скорости. Прям совсем бежим как сумасшедшие. И мы попадаем в тайный ход. Не буду говорить про ход. Тайный ход зала всех фракций. Тут совсем немножко проплыть, буквально метров, так сказать. И мы попадаем в зал всех фракций. Так, здесь хочу немножко остановиться на том, что обязательно возьмите первую фракцию. Я потом расскажу почему. Но чтобы к этому уже потом не возвращаться, сразу возьмите первую фракцию, и потом будет у вас гуляй Вася, мама пенсию получит. Все, после этого, ну, опять же, можете сразу взять и какую-то из профессий. Вот, я советую изначально брать профессию охотника, то есть хантера. Работа очень простая, быстро и особо заморачиваться не надо. Мы тогда, есть команда у нас, Warp. Изначально все вот эти порталы были только визуалка, да? То есть я ставил вот эти порталы. Вот. После обновления Сарпиндон, так зовут разработчика мода, он решил вот взять и сделать свои порталы, то есть рабочие порталы. Я их подписал, потому что не все смотрят вон туда наверх, что там написано, да? Вот, поэтому они остались как бы подписанными. Итак, куда мы двигаемся? Ага, звездные врата у нас здесь даже есть. Вот так вот. Ой, куда это я? Нет, я все-таки, наверное, сниму этот свой скоростной. Ну. Так, кстати, да, можете заметить, я использую геймпад, поэтому у меня интерфейс немножко другой, и работаю я тоже немножко по-другому. Ну что? Что такое? Не могу
нету, что ли? Почему? Давай вот выкинем. Это сюда поставим. Так. Не так быстро наносились, потому что сами вот эти доспехи валькирийские, да, они дают скорость, да, персонажам. Поэтому... Так, здесь была тоже маленькое обновление. Он добавил вот эти статуи администраторов своих, помощников, модераторов. Раньше их здесь не было. Вот, теперь они тут стоят. Только он про себя забыл. Ну, прям сама скромность. То есть Сарпендона здесь нету. Ну ладно, посмотрели. Пойдем дальше. Так, с чего мы начнем? А начнем мы, наверное, скорее всего, с рынка. Да, это самое интересное. Так, у нас есть два портала для игроков и для игроков со статусом VIP. Ко второму мы вернемся чутка попозже. Итак, его как-то рынком не назовешь, для меня это больше торговый центр, чем рынок. Собрал такое, как бы, самое необходимое, труднодоступное и так далее. Вот. Игроки задаются вопросом, а где, как, откуда деньги брать и так далее. Все дело в том, что каждый Теспиан, то есть это владелец магазина, скажем так, да, например, который продает дерево, камни, железо. Как он их продает, точно так же он их и покупает. То есть статистика у нас говорит, что где-то за 1,5 часа, нет, за час, наоборот, за 1 час можно заработать где-то 1500 голды. Вот, то есть в этом проблемы нет. Вот. Здесь у нас стоит Валерия, это опять же гид по серверу, можно с ней переговорить, и она вам даст пару подсказок. Дальше идем. Теперь, так, что-то у меня здесь глючит немножко. Элизабет, она вам даст стартовый капитал. Ну, меня она сейчас пошлет, конечно, из Лимени. Ладно. Так, здесь у нас стоит VIP-менеджер. Эта девушка выдает денежные пособия, дотацию, это уже не пособие, дотацию, для игроков со статусом VIP. Вот, как раз у меня 72 часа прошло, вот я получил 2000 голды. Итак, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас есть... Я все магазины так особо показывать не буду, но здесь вот есть, например, купец из острова Сипта. Ну, в основном специализация его продажи аксессуаров. Здесь можно изменить кое-что в своем персонаже. Да? То есть, если вы хотите поменять пол, у нас это тоже возможно. У нас включена программа кастомизации. Вот. Она будет выходить в всплывающем окне. То есть, если вы хотите поменять вдруг женский пол на мужской или наоборот, то через флеш выбираете кастомизацию и можете изменить своего персонажа. Так, поехали дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас собраны тоже все торговцы, которые привязаны к залу фракций. Вот, то есть здесь можно все у них купить. То есть это абсолютно все. Кто знает мод Age of Calamitas, то они знают, о чем я говорю. То есть здесь они все собраны, и можно у них тут закупляться. Так, пошли дальше. Так, касательно Элдрич. Здесь стоит вот у нас такая девушка. Она продает рецепты. Обязательно нужно купить Элдрич и Climb токен. Вот. Есть еще также
Shadow Auskelos. Ну, это по желанию, хотите покупать, хотите нет. Вот. То есть там свои плюшки, даже есть какие-то такие декоративные построечки небольшие, ну и так далее. Так, теперь клейм токены. В силу того, что мод Валькирия немножко, ну, я бы не сказал немножко, он по-негодяйски, в принципе, поступил. Этот мод поссорился с модом Dungeon Master Tools. Вот. И теперь, чтобы вам разобрать, например, да, в этом станке что-либо и получить этот порошок, вы в разы переплатите, если вы это скрафтите на своих станках, да. То есть, в частности, это котел для огня. Вот. То есть ванильный он будет у вас самый дорогой, модовский будет немножко подешевле. Но все равно самая дешевая цена, по-моему, будет где-то около 30 порошка за один клейм токен. Вот. В силу этого я поставил здесь вот такого менялу. Она вам поменяет, как изначально было задумано, да, Dungeon Master Tools изначально было придумано, то есть 3 порошка на один клейм токен. Вот. То есть у меня нету, естественно, мне ничего не поменяет, но можно поменять от 1 до 100 штук, по-моему. Сейчас я не помню. До 10 по-моему. Вот. Так, поехали дальше. Так, ну, тут, как говорится, по модовской классике маленькие всякие плюшечки. То есть вот это все продается, да. Только не ахайте сразу, это реально все сделать и реально это все насобирать, потому что продвижение на нашем сервере достаточно такое прогрессивное, да? Вот. Ну, так, в принципе, особого больше ничего нету. Здесь можно купить оружие, например, да, вот гладиатор сидит. Такое ванильное оружие легендарное. То есть изначально можете. Да, кстати, я не сказал про киты. Вот у нас есть кит, команда кит. Вот. Но вы не смотрите, что у меня здесь много китов. Это админские киты. Вот. Но ваши киты будут вот инструменты, да? Оружие. Оружие сразу смотрите, кто не знает. Очень много я встречался с такими проблемами. Новички берут оружие ближнего боя, кидают на него вот этот кит урона плюс 100 и потом от этого страдают. Я вам советую все-таки положить на лук, то есть чтобы прогрессивно играть на модах. Оружие ближнего боя, ну такое себе. Это где-то на 600 уровне, с хорошей прокачкой, с хорошими доспехами. И то маловероятно, что вы можете заковырять и мира этим оружием. То есть смотрите сами, да. Так, здесь опять же первоначальные доспехи. Закусочка небольшая, табличка. Метла для перемещения. Это не летающая метла, сразу я вам скажу. Это просто скользящая такая метла, типа лошади, ну, для начала, вот, в стадии развития, она, вот мне лично очень сильно помогала, да? Опять же, ездовые животные на модах это такое себе удовольствие, они очень быстро погибают, потому что урон от всех неписей, от всех врагов модовских, да, увеличен настолько, что, ну, ванильные ездовые животные, ну, просто не смогут выжить в этой среде обитания. Вот, опять же, немножко останемся здесь. Смотрите очень внимательно. Не берите сразу все киты, вы не сможете передвигаться. Возьмите самое необходимое. То есть оружие, доспехи, сумку, вот, маску, вот, и лечилки.
Я специально установил все таким способом, чтобы вы не хватали сразу полностью весь кит. Иначе вы не сможете ходить. Вот. С закусками тоже осторожно, то есть они тяжелые по факту. Вот. Так, табличка вам понадобится, когда вы найдете себе место и когда вы начнете строить свою базу. Тогда возьмете табличку, установите ее перед базой, чтобы администратор, ну, на данный момент это только я, мог прочитать, чтобы я не искал эту табличку вокруг вашей базы, как некоторые игроки уже делали, что приходилось там за шифонерами прятать, скажем так, грубо. Вот. То есть не берите, в общем, все сразу, особенно, ну, я бы, например, вообще взял только оружие на первых порах, пока бы не вкачался в груз, а потом бы уже... Ну, сумка вам немножко добавит, она на плюс 30. Но, опять же, это на ваше личное усмотрение. Итак, с этим мы порешали, это мы порешали, это мы порешали. Так, побежали дальше. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Так, читаем. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Все, прочитали. Вот. То есть здесь выставочные, скажем так, варианты, которые можно приобрести за донат. Помощь серверу, как бы. Мы хотим же дальше развиваться, да? Мы хотим же 40 слотов, а не 20. Хотя дело такое себе, чтобы 40 человек сразу за раз было, я такого не встречал. На ивентах бывает собираться 25, ну, по 30, но не более того. Так, идем дальше. Здесь у нас отдел, я его так называю, отдел аксессуаров. То есть здесь можно купить всякие плюшечки. Hello. Вот. Статуи, водопад можно купить, мельница, пузырьки. То есть, как бы я позаботился, чтобы вам было не скучно. Так, дальше у нас что здесь? Здесь у нас Яматай стоит. Вот, тоже пару плюшек. Здесь у нас немножко петов. Маленькие скины. Вот. Кицуне. И пошли дальше. Да, ну, валькирийские статуи. То есть их крафтить тоже нельзя. То есть нету на них рецепта. Вот, поэтому стоят магазины. Смотрите внимательно, они их разных видов. Вот эти большие статуи, которые вот у нее за спиной, да, там так и написано большие. А вот за это продает малые. То есть они поменьше. То есть где-то ей с ее роста примерно вот такая статуя Валькирии. Так, вот эти вот заборы, они появились недавно в Extreme Exile мод. Можете купить у Сукубуса тоже. Она их тоже продает. То есть это вот для вашей базы. Вот. Будет симпатяшно. Так, идем дальше. Чё здесь так все? Ключ-то не пойму. Ладно. Мы уже почти закончили в этом отделе. Так, там еще 2 пустых зала. Что-то будем туда ставить. Итак, возвращаемся к нашим фракциям. Вот, почему я уже сказал, что нужно взять обязательно первую фракцию. Вот, чтобы получить еще последующие 4. Всего их 6. Но квест на 6-ю фракцию еще будет писаться. Вот. Либо же вы можете купить сразу за донат бутылку, которая даст вам все фракции, все подфракции, но вы потеряете свой геймплей. Так что имейте в виду. Вот. Афродита. Вот. С нее начинается 2-я фракция. Вот. Она вам даст задание. Вот. И
начнется оно у вас вот с этого места. Вам нужно будет пехнуться вот в это место, чуть выше ледяного храма. То есть его нужно будет вам обойти вот мимо волков. Вот здесь пройдете и попадете вот сюда, к Робину. И он вам скажет, что вам нужно делать. Ну и так далее, там по цепочке пойдете и будете тут делать, и лазить, и всех убивать. Так, идем дальше. Так, тут мы закончили. Мы теперь посмотрим, давайте с вами... Вот это действительно рынок Валькирий. Все, прогрузились. Идем. Итак, значит, встречает нас вот такая вот девушка. Халява Плис называется. Это, другими словами, неделька. Все, что вам нужно будет к ней приходить на протяжении всей недели, чтобы получить, скажем так, зарплату, да, за все ваши мучения и страдания и боль. Но она вам будет давать каждый день какую-то энную сумму денежки. Вот, просто будет давать. Поэтому она называется халява плиз. Теперь идем дальше. Опять возвращаемся к нашим профессиям. То есть все профессии вы можете дополнительно изучить. То есть по факту профессии и фракции, предусмотренные модом Age of Calamitas, несут в себе только одну фракцию и одну профессию. Вот. На нашем сервере вы можете сделать, как я уже сказал, 5 фракций и абсолютно все профессии. Все 5 профессий вы можете изучить на нашем сервере. Вот. То есть они стоят вот здесь все. Сейчас особо за ними так бегать не будем. То есть вот, по дороге просто пойдем. Вот алкаш, короче, пивоводы, гильдия самогонщиков. Ну и так далее по кругу. В общем, это все дело там происходит. Так, здесь... ага. Они когда-то были с нами. Это те, которые получили бан на сервере. Они здесь упокоились с миром. Вот. У них тут таблички все подписаны. Я это не буду зачитывать. Если будете здесь у нас на сервере, сами придете, сами почитайте, кто здесь. Может, кого-то из знакомых встретите. Так, сейчас мы сюда вернемся. Вот этот чувак менеджер шахты. То есть сюда просто так не попасть. Вот. Этот менеджер продаст вам проездной. Покупаете его за 10 голды, спускаетесь в шахту и добываете ресурсы Валькирии. То есть все ресурсы, ну не все, отчасти какие-то, которые вам нужны будут для крафта каких-то валькирийских предметов, доспехов, оружия, инструментов и так далее. Вот. Данила Конюк, он вам предложит лошадей. Можете купить лошадей. Так, это рабочий портал. То есть, опять же, после обновления было добавлено. Так, здесь у нас цыганский табор остановился. Так, давайте, наверное, сразу посмотрим, куда нас что нам предложит цыганка Рада. Да что такое? Да, вот. Она предлагает вам поиграть. Поиграть в дальнейшем. Это скрытый игровой дом, подпольный, скажем так. Он будет нести в себе еще какие-то NPC для 6-й фракции, скорее всего. Сценарий как таковой я еще пока не написал, не до этого было, но он в скором времени появится. Так, поиграть звучит заманчиво. Да, я согласен, вы можете не соглашаться, я соглашусь. Так. Всем привет, привет, Мишка, тебе тоже привет.
встречают сразу девчонки. В баре можете набухаться. Так, я правую сторону особо показывать не буду, а то вдруг цензура не пропустит, еще забанят нафиг. Так, увидели, да, кусочек? Так, и вот Зарина гадалка. Можете с ней поиграть. Можете поиграть, вот. Игра в кости, чили. Вот, опять же есть у нас вот такой столик, да, Пипи Джек. То есть, ну, это по факту Блэк Джек. Можете с друзьями прийти и поиграть. Вот. Здесь еще один сидит игрок. Марик. Марик Шарик, знаете, такой катал? Наверное, знаете. Да. Здесь будут, скорее всего, игровые NPC еще стоять. Ну, в общем, так. Здесь посмотрели. Так. Идем дальше. А дальше мы с вами пойдем в сердце сервера. Сюда больше никак не попадешь, только если у вас есть статус VIP. А что я тут наставил? А, все понятно. Кстати, кто не знает, здесь крафтится... Это крафтовая станция. Здесь крафтятся питомцы из мода Valkyrie. Итак, идем дальше. Так, я все показывать не буду. Да, то есть это очень много. Давайте посмотрим. Ну, например, оружие. Вот, оружие можете прокачать, например, за голоса или за пожертвование серверу. Там у вас будет два варианта для прокачки. То есть самое излюбленное оружие это вот этот молот. Кто его знает, кто не знает, перепишите его название, зайдите в локалку и потестите его. Вам очень понравится. Так, идем дальше. А, щиты такое себе. Так, спутники, беты. Вот. То есть то, что вы видели, да, до этого в торговом центре, вот, частично они продаются здесь. Но только для игроков со статусом VIP. Идем дальше. Инструменты Valkyrie. То есть самые крутые, естественно, это вот пурпурные, да? Они самые последние, крафтятся они с 500 какого-то уровня, по-моему, только. Вот. Но есть еще модовские. Модовские от Age of Calamitous. Можете их купить. Как бы. Так, еще Петров у нас есть здесь. То есть вот вы видели Шиву, да? Она продавала там каких-то петов. Вот, но здесь можно еще купить дополнительно. То есть здесь немножко выбор побольше. Итак. Ну, в общем, это доспехи. То есть здесь собрано полностью все, что есть. Вот это Heavy Valkyria, она не крафтится. То есть ее на сервере по факту нет. Идем дальше. Здесь, ну, по стандарту, как бы все валькирийские доспехи собраны в кучу. Так, вместить, блин, запутался. Кристальные. И инфузит. Тоже есть. Так, здесь у нас что? Шлемы, имейте в виду, эти шлемы без бонусов. Видите, да, написано? Бонусов нет. И это у нас Ирис. У Ирис вы можете купить руны. Это вообще такое удовольствие, очень дорогое, очень
мутная, очень долгая и так далее, чтобы сделать эти руны. Вот представьте себе, вам нужно, например, чтобы они эффективно работали, вам нужно вот таких рун вот 5 штук скрафтить, да, потому что, например, в инструмент можно засунуть 5 штук таких. Остальные, по-моему, в оружие там плюс-минус, по-моему, по одной руне. Я сейчас точно уже не помню. Вот, ну, вроде бы у меня как, вот видите, в инструментах, да, у меня по 5 рун стоит. Они в разы увеличивают вашу добычу. То есть, когда вы достигнете этого уровня, вам заработать деньги на сервере вообще не представит никакого труда. Так, идем дальше. Еще 3 магазина, мне 4, наверное, еще будут стоять. Да, 4. Еще 4 места есть. Ну, конечно, можно и еще внутри поставить, но там будем посмотреть. Итак, оружие Валькирии. То есть здесь тоже как бы собрано особое, вот, например, вот этот вот меч, да, он у меня есть с собой, я вам даже сейчас покажу. Покажу его характеристики вот такие вот, и вот так вот он выглядит, вот такой вот он. Вау, такой вот он. Ты. Ёп. Так, хорошо. Посмотрели меч. Теперь работорговец. Бла-б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 ла. То есть понятно, да, чтобы приобрести. Так, у меня есть подкова. Видите? Вот. И вот он вам предлагает. Все дело в том, что без этих ремесленников, да, специалистов, вы не сможете продвигаться по моду Валькирия. То есть они вам просто необходимы. То есть вот есть такая фишечка, да, чтобы купить. Вот, чтобы приобрести, он вам сказал, да, что нужно купить подкову. Подкова продается вот у Сабрины. Вот внизу, вот она подкова стоит. Вот она подкова. Ее покупаете, приносите работорговцу и будет вам счастье. Так, здесь небольшой комплект китов. Вот опять же валькирийские киты. Это для усиления брони, например, да. Это все, ну, наверное, знаете, рассказывать не буду. Хосов. Оружие из мода Ева. Ну и как бы здесь, наверное, тоже все. Так, это у нас Шива. Обратите внимание, да, 30 уровень, у меня 370 тысяч уже. Представляете, что у меня будет на сотом? Мне даже страшно. В общем, можно купить это за донат. Так, и мы попадаем, отгадайте куда? Правильно, это ледяной храм. Только этот ледяной храм. Это не ледяной храм. И это совсем не те ледяные великаны, которые вы подумали. Теперь вы догадались, что это за великан? Это аспекты Немира. Так, я почему с ним начал? Но я хочу вам показать, что они такое здесь нам будут выплюнуть.
Посмотрим, что здесь есть у меня. Ну, вот бери их за уши и растаскивай. То есть в них находятся тоже киты. В будущем здесь будет квест. Вот эта медалька, я сейчас о ней вам расскажу. Джебал Сага. Ну и так далее. Вниз, вниз, вниз. Здесь будет много интересного. Я оставлю интригу. Мы с вами пойдем дальше. Ледяной храм. Ну, вы все знаете, это ванильные ледяные великаны. Совсем безобидные. А показать я вам хочу кое-что, кто еще не знает, что приготовил Сарпендон. Вот, вы все знаете, да, это место. И эти порталы на ваниле и на серверах, на которых нет мода Валькирия, они не работают. А здесь живут Валькирии. То есть, опять же, начнем с того, что неподготовленным ходить в такие места нельзя. И еще все дело в том, что Валькирии, у них иммунитет на муки. Ну, естественно, кроме животных. А убили мы специалиста. Все понятно. То есть, видите, да? Специалистов мы убиваем, а бойцов нет. То есть, всё. Это только нужно брать дубину и дубина их глушить. Но они мне лично не нужны, поэтому глушить я их не буду. Посмотрим. Например, здесь кто? Так, это опять боец. Боец. Ну да, мы убили всех специалистов. В общем, здесь можно тоже приобрести каких-то ремесленников. Все остальные находятся в других местах. Всего на карте 5 лагерей. Да? Так, один у нас где-то... Так, по памяти, чтобы не бегать. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то около Асгарда, по-моему, если память не изменяет. А чё Фризи так не пойму? Пинг вроде нормальный. Ну, немножко высоковат, но все равно сносно. Вот. Вот для чего нам нужна медалька. Вот для этих тотемов. Да? Подходите сюда. А ну что? Девочка, иди отсюда. Иди. Иди отсюда. Уходи. Не мешай мне. Вот так вот. Сказал, уходи. Вот, видите? С правой стороны была надпись. То есть требуется токен.
Но идем дальше. Так, здесь колесо телепортации у нас есть. Вот. Смотрите, тоже много игроков не знают, как им пользоваться. Зажимаете Е в вашем случае. Открывается панелька, куда вы хотите телепортироваться. Это те же самые обелиски, да, но только они немножко смещены. То есть вы попадете где-то рядом с обелиском, а не прям на него. Имейте в виду. Особенно осторожно, когда вы будете, например, прыгать на ледяной храм, вы можете попасть прям под ноги Эмиру. Ну, так было раньше, как сейчас, я не знаю уже, не помню. Вот, но раньше было так. По всему периметру вокруг Асгарда, видите, да, расположены боссы. Это сделано с таким расчетом, чтобы игроки не засоряли эту область. То есть и обязательно прочитайте правила сервера, вот, потому что наказывать будем нещадно просто за нарушение построек, то есть застраивание запрещенных территорий. Будьте внимательны. О, так, что-то подняться не сможем, да? Хорошо. И вот, да, я не ошибся, вот валькирийский лагерь. Всего их на карте 5. То есть это стандартные валькирии, да, которых можно тоже глушить. В принципе, всех валькирий можно глушить, за исключением тех, которые в хрустальных доспехах. Вот, тех глушить нельзя. В общем, ну и, наверное, на этой веселой нотке мы закончим нашу экскурсию, наше мини-путешествие. Мы будем рады приветствовать вас у нас на сервере. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, удачи. Ну и всем пока.